В этом видео я размельчаю камни пассатижами, загружаю самосвал и добываю руду. Ребята, всем привет! Сегодняшняя серия будет посвящена вот этому замечательному БелАЗу. Это карьерный самосвал. И к тому же это получилась самая тяжелая модель в моей коллекции. А если ты хочешь тоже получить такую модель в коллекцию, то можно зайти на интернет-магазин «Модельная лавка» и по этому промокоду получить скидку в 200 рублей, если ты делаешь первый заказ. А также можно воспользоваться промокодом Даши и получить скидку в 10%. Итак, поехали смотреть, как я собрала этого трудягу. Ну а в сложившихся обстоятельствах я хочу также вас попросить подписаться на мой Яндекс.Дзен, на мою группу ВК, а также телеграм-канал. Спасибо. А начала я по традиции со сборки самосвала. Несмотря на размеры, БелАЗ представляет из себя традиционную модель АТВД. Рама стальная и кузов сделан из металла, а кабина и мелкие детали из пластика. Сам набор из-за массивного железного кузова весит очень много, и даже из-за этого у меня с ним был очень забавный случай. Эту модель я заказала на модельной лавке еще летом, когда жила в Сочи. Если что-то нравится из новинок АТВД, то нужно брать сразу, потому что, как правило, интересные прототипы могут закончиться через пару дней с начала продаж. И так я и поступила с БелАЗом. И да, модельная лавка отправляет заказы во все города России, что я и проверила на себе. А когда же мне надо было возвращаться в Москву, на входе в аэропорт служба безопасности попросила меня открыть чемодан и показать содержимое набора. Их очень сильно смутил железный кузов, и мне пришлось долго объяснять, что это такое. Так что старайтесь избегать авиапутешествий с моделями БелАЗов АТВД. Также, кто на меня подписан давно, могут вспомнить видео с обзором фабричной модели БелАЗа в масштабе 1:50, которая выходила в начале лета. Это была модель, а точнее дилерский сувенир от самой фирмы БелАЗ. И я в этом видео сильно раскритиковала эту модель. Более подробно мое мнение смотрите в этом видео. Ссылочка будет в описании. Так что мне захотелось собрать именно такую же модель, чтобы сравнить результат с китайской подделкой. В связи с ситуацией вокруг социальных сетей в последнее время прошу вас подписаться на мой канал в Яндекс.Дзен. Также у меня есть телеграм-канал с оригинальным контентом, и заходите мне на страничку ВК. А еще у меня в телеграме есть чат «Флудилка со мной». А еще я вовсю продаю наборы для сборки своего собственного производства. Например, активно идут продажи советского забора ПО-2 в 35, 72, 87, 43 и 24 масштабах. Также вы можете купить у меня модель советского прицепа ММЗ в 43, 35 и 24 масштабах. Набор состоит из кузова, рамы, 2 дисков и также 2 шин и универсального фаркопа. Более подробно об этой модели вы можете узнать из видео с Нивой пикапом. Для заказа напишите мне в ВК или на почту. Все координаты есть в описании к видео. Очень много таких самосвалов трудится в компании Алроса. Мне даже фотографии таких штуковин присылал мой зритель. На добыче алмазов в Якутии трудится на данный момент аж 63 таких самосвала. И я, кстати, являюсь акционером Алроса. Так что трудитесь, БелАЗики, я жду от вас хороших дивидендов в этом году. Ну а если у вас в душе есть таежная романтика и вы очень сильно любите БелАЗы, то всегда можно устроиться работать водителем такой машины в той же Алросе. Зарплата у вас будет от 155 тысяч рублей и 11-часовой рабочий день. Работа, понятное дело, по вахтовому принципу. Требования простые: наличие водительского удостоверения категории С и удостоверения тракториста-машиниста категории А. Обязанностей немного: осуществлять своевременную подачу автомобиля, осуществлять профессиональное вождение автомобиля и принимать меры по сохраненности автомобиля и имущества. Сборка модели не вызвала у меня сложностей, разве что всегда у наборов АТВД есть проблемы с тем, чтобы приклеить пластиковые детали к металлическим, и тут на помощь приходит суперклей. Также черные пластиковые детали неудобно зачищать, так как на черном пластике плохо видны дефекты литья, и примечательно, что у этой модели поворотный передний мост, и также можно сделать колеса чуть более повернутыми, а не прямыми, как у большинства моделей от этой фирмы. А когда вращающиеся колеса у модели чуть повернуты, это делает ее чуть более естественно выглядящей. А также у модели есть рабочий кузов, и капот также можно сделать открывающимся. После сборки я принялась за окраску модели, а начала я с грунтовки. И тут, как кстати, подойдет желтая грунтовка в баллончике от АМО. Но скажу честно, держится на металле она не очень хорошо. Модели АТВД грунтовать надо обязательно, так как на голый металл обычно краска ложится не очень хорошо, да и на гладкий черный пластик тоже. Чтобы избежать таких неприятностей, я настоятельно советую использовать грунт. Грунтую я по очереди кабину, кузов и раму.
После грунта я начинаю окрашивать самосвал в базовый цвет, и, как несложно догадаться, основным цветом будет желтый, типичный для строительных автомобилей. Тут я использую желтую краску от Pacific 88, только в чисто желтый цвет я добавила капельку охры, чтобы придать более теплый оттенок. И я не стала наносить черным цветом превентивные тени, так как они могут негативно сказаться на базовом оттенке. Я только в конце окраски я добавила немножко белого цвета и чуточку прошлась по верхним граням кабины и кузова. Я все-таки хочу сделать такую машину, которая поработала не 1 год на добывающем комбинате. 7547 – тяжелый карьерный самосвал грузоподъемностью 45 тонн. Он предназначен для перевозки горно-рудных масс и других сыпучих грузов, главным образом на открытых разработках полезных ископаемых. Применяется также на строительных площадках крупных промышленных и гидротехнических сооружений, больших дорожно-магистральных комплексов и развязок, в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. Эти 45-тонки, первые модификации которых выпускаются с 70-х годов 20 века, были и остаются одной из главных машин данного класса грузоподъемности в модельном ряде Белорусского автомобильного завода. Основа осталась той же, однако на самосвалах серии БелАЗ 7547 по сравнению с машинами данной марки прошлых лет, кроме изменения конструкции ряда деталей и узлов, связанных с применением шин большего размера, был реализован ряд других новых технических решений. Теперь настало время заняться декором, и у БелАЗов есть характерные полосы на кузове синего цвета. Собственно, я их буду рисовать при помощи аэрографа, а чтобы добиться ровных краев, я использую малярный скотч. В настоящее время сходящие из конвейера белорусского завода автомобили БелАЗ 7547 в стандартной комплектации комплектуются штатными системами пожаротушения и видеообзора. По отдельному заказу самосвал можно оснастить зеркалами с электрообогревом, дополнительным отоплением кабины, многодисковыми маслоохлаждаемыми тормозами задних колес и сухими дисковыми тормозами на передних колесах. Также мне надо окрасить в синий цвет лестницы в кабину, и поэтому я прячу капот и другие элементы, которые не хочу закрасить, под скотч. К сожалению, модель поделена на детали таким образом, что лестницы выполнены вместе с капотом, и по отдельности их не окрасишь, так что придется мучиться со скотчем. Ну а потом я просто задую нижние части в синий цвет от Pacific. Я отдираю маски, и это довольно залипательный процесс. Также мне надо окрасить в белый цвет бампер. Он тоже неотделим от капота, так что мне придется тоже обклеивать его скотчем. А потом я закрашиваю его белым цветом и снова отделяю скотч.
А теперь настало время ручной работы, и мне надо окрасить кабину изнутри. И, судя по фото, обшита она черными панелями, так что я просто окрашиваю ее в черный цвет, используя краски от фирмы ICM. Также в черный цвет я окрашу корпуса фар. И в черный также окрашу окантовку передних фар и серебрянкой пройдусь по светоотражателям. В серый цвет я окрашу двигатель гиганта. Большому самосвалу большой двигатель. А после всего этого я покрою модель глянцевым лаком для последующих манипуляций. Вот тут я немного состариваю шины. Я просто прошлифую их об грубую наждачную бумагу. А теперь настало время смывки, и в ход идет коричневая смывка от Омо. Я убираю излишки обычной водой. И, наконец, я примеряю кузов самосвала.
Я хочу сделать не просто самосвал, а настоящего работягу, такого карьериста. Если вы поняли каламбур, то напишите об этом в комментариях. А чтобы добиться нужного мне образа, я буду рисовать сколы при помощи губки для мытья посуды. И тычковыми движениями я хаотично наношу сколы. Я забыла окрасить брызговики в черный цвет, и это надо исправить, лучше поздно, чем никогда. И продолжу наносить сколы на кузов. Вот тут, наверное, ключевой момент работы над моделью. Я не хочу оставлять кузов пустым, и поэтому мне надо придумать, чем бы его заполнить. Сейчас я буду изготавливать горную породу. И для этого мне понадобится пигмент сажа черный анзип, немножко воды из розовой лейки. Все это я перемешаю, добавлю немножко алюминиевого пигмента для придачи горной руде металлического блеска. И также добавлю основной ингредиент – это строительный алебастр, который будет основой моей горной руды. Немножко перемешаю. Потом мне пришлось добавить еще немного алебастра, чтобы сделать смесь погуще. Потом я добавлю еще немного пигмента сажи и немножко ржавого пигмента для придания коричневого оттенка жижицы. И заливаю жижицу в фольгу. И теперь даю высохнуть примерно сутки. Пока сохнет руда, я окрашу уплотнители на стеклах.
Также переведу декали, нанесу эмблему БелАЗ и сообщение о негабарите. Порядковый номер, и пусть мой БелАЗ будет 6-м. Также на кузов я нанесу маркировку БелАЗ и номер модели. Также белыми цифрами на боковинках кузова обозначу индекс модели. Если честно, я не очень понимаю смысл этих цифр. Понимаю, если бы на боковинках бы наносился логотип БелАЗа. Масляными точками я еще более состарю модель грузовичка. Использую я белый, желтый, серый и коричневые цвета и размазываю точки UV-спиритом. Жидкостью Атомо, которая называется потеки топлива, имитирую, как это нетрудно догадаться, потеки топлива. Настало время добывать руду, и после того, как алебастр застыл, я его прям в фольге разламываю, как шоколадку, и получаются вот такие камушки с легким металлическим блеском. Пассатижами я дроблю на более мелкие части. Лучше для этого подошел бы молоток, но за ним надо было идти. И загружаю руду в самосвал. И выглядит это вполне реалистично. Мне осталось вклеить оптику на свои места, и для этого я использую клей Zip для прозрачных деталей. Это некий клей Супер ПВА. И пигментом я довожу модель БелАЗа до нужной мне кондиции.
И вот такой у меня получился настоящий БелАЗ карьерный самосвал трудяга. Он, наверное, проработал в своем карьере не одно десятилетие, и поэтому получил такие шрамы в виде сколов и много пыли. Так что, надеюсь, это видео было вам очень интересно и полезно. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Хоть это и не самый большой БелАЗ, но рядом с Нивой он выглядит просто монументально.